Приветствую вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Сейчас вот эти кабачки прекрасно выглядят. Мы их высаживаем в бочки, в бочках выращиваем. Но 4 дня назад у нас была вот такая картина. И эта картина будет у многих сейчас. Ну, как и в прошлом году, я решила это сделать видео заранее, не дожидаясь, пока будут много у меня комментариев и вопросов, что случилось с кабачками. У нас вот такая картина случилась. И это произошло потому, резко началась жара, то холодно, то жара. И можно что угодно под корень сыпать, лить. У нас хорошо удобрена земля. Мы показывали, как мы высаживаем бочки. Все здесь хорошо. Но вот такая ситуация возникает. И возникает она в результате того, что при перемене вот этих температур, при нарастании вот этой новой зеленой массы, новой, и здесь и листья большие, и побег у нас растет, и новые плоды, и не хватает для этого процесса кальция. У помидоров это называется вершинная гниль, у кабачков вот такая кабачковая гниль, и вот эту гниль мы остановили очень простым средством. Сейчас я вам покажу. Это средство называется кальций. Вот этот кальций, это органический, произведено с помощью тока высокого напряжения. Высокое напряжение электричества разбивается на наночастицы. И вот этот раствор, 15 мл всего-навсего ставлю. У вас, сразу же говорю, есть возможность, используйте кальциевую селитру. 10 граммов на 10 литров воды. И только через опрыскивание. Причем опрыскиваю везде вот эти молодые листья и плоды. Для того, чтобы получили эти плоды, эти листочки, этот побег, получили этот кальций, который помогает запустить процесс развития растений. И вот плоды перестают гнить. Вот сейчас уже результат. У нас плоды не гниют. Мы их соберем. Мы уже собирали вот так вот урожай. Вот кабачки. И кабачок нормально развивается. И всего-навсего из-за того, что не хватало одного элемента питания. Этот элемент питания называется кальций. Вот смотрите, рядышком тоже еще такая же ситуация. Здесь мы тоже нашли несколько подгнивших маленьких кабачков. И, естественно, сразу же было принято решение, вот еще как бы остаточные, смотрите, синдром так называемый. Вот смотрите, у нас кабачок не развивается. Кабачок не развивается, остановился в росте. Это было как раз он сформировался где-то 4-5 дней назад, и вот он не рос. Вот пошло движение после того, когда мы опрыскали. Вот это чуть-чуть надо вот этого кальция. Причем нужно будет через дней 10 снова повторить, когда только начнет нарастать новые вот эти плоды. Естественно, мы их убираем. Вот эти все питательные вещества идут снова же на образование новых плодов. А для них нужно обязательно еще кальций. Кальций является вот этим важным элементом, который дает возможность развиваться, расти и формировать плоды. Причем эти плоды должны быть нормальные, а не такие вот испорченные, недоразвитые или гнилые. Так что это не какое-то инфекционное заболевание, это болезнь именно из-за недостатка вот этого важного элемента, который называется кальций. Не занимайтесь только тем, что вы будете... Мы, кстати, тут полно органики, зеленые удобрения используем. У нас все здесь в комплексе, и рыбная мука, мясо костное, кормовые дрожжи, здесь и курник, все есть. Но не хватает кальция вот сейчас для развития и роста дальше вот этого растения, которое называется кабачок. И этот кабачок называется Искандер. Голландские кабачки, которые очень много кабачков вот наращивают, и им нужна помощь. И эта помощь сейчас была дана, а через, это уже 4 дня назад, ну еще через дней 5 будет следующая подкормочка. И, естественно, будет еще, я, кстати, буду опрыскивать против болезней, триходермин, фитодоктор. И можно будет перед этим или после этого обработать кальцием. Кальций отдельно. Кальций в любом случае
Он запускает все процессы, а далее снова же то, что у нас для корня есть, будут брать растения и формировать новые и новые плоды. Раиса Горяченко, Александр Волик сразу же предупреждают вас о новой проблеме, которая у вас может возникнуть с кабачками. И эту проблему легко решаем, если мы будем подкармливать вот эти новые части, которые растут, с помощью кальция. У нас есть органический кальций, у вас нету, есть, но кальциевая селитра доступна практически всем. Используйте кальциевую селитру и для кабачков, и для томатов, баклажан и перец. Все это и другие растения, и тот же картофель, которым нужен этот важный элемент питания. Мы прощаемся с вами. Желаем вам мира и добра, здорового вам растения, здоровья вам, здоровых растений и кабачков, и других овощных растений. Прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч на нашем канале.